Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас 16 апреля 2026 года, а вчера в Шевченковском районном суде города Львова состоялось очередное судебное заседание по одному из самых громких резонансных уголовных дел последних лет в Украине, делу об убийстве Ирины Фарион. Обвиняемым по этому делу проходит Вячеслав Зенченко, и я, как всегда, самым внимательным образом изучил все доступные материалы из зала суда, репортажи журналистов, официальные заявления сторон процесса, процессуальные документы, чтобы предоставить вам максимально полный, объективный, глубокий, профессиональный юридический разбор всего, что произошло на этом заседании. Разберем все очень подробно, шаг за шагом, без спешки, без упущений. И это важно, потому что дело имеет огромное общественное значение, касается, я не побоюсь этого слова, фундаментальных вопросов права, свободы слова и справедливого правосудия. Итак, что же произошло вчера в судебном заседании по делу Фарион? Ну, во-первых, это вначале, как оно проходило. Ну, Сулейма был присутствующим по видеосвязи. Зинченко был физически в зале суда. Прокурор Петлеванный с новой стрижкой тоже присутствовал. Да, и излучал, буквально свет такой. Или его подсвечивали там средства массовой информации, были депутаты от ВО «Свобода». В общем-то, вот такая была обстановочка. Но, как вы знаете, судебное заседание назначено 15, 16 и 17, то есть 3 дня подряд, для того, чтобы не дать передышки защите и времени для подготовки очередного процессуального шага, действия. Итак, что же наконец произошло в судебном заседании? Во-первых, Игорь Сулейма, адвокат Вячеслава Зенченко, заявил несколько ходатайств, которые имеют существенное значение, и на этом мы остановимся поподробнее сейчас. Значит, он, можно сказать, проявил наконец-то высокую профессиональную активность. Я не говорю профессионализм, но активность профессиональная. Да, и подал несколько серьезных, мотивированных, процессуально обоснованных ходатайств. И это не случайность, поскольку защита обязана последовательно и системно оспаривать ключевые доказательства стороны обвинения, которые, по мнению адвокатов стороны защиты, содержит существенные недостатки. И вот Сулейма наконец-то, выкрикнул на часе и подал 3 ходатайства. Если вы смотрели мои предыдущие видео, я все время критиковал Сулейму за затягивание в подаче вот этих ходатайств и говорил, что это крайне непрофессионально. И об этом тоже говорил и бывший адвокат Зинченко Юрий Немировский. Все же, наконец-то, Сулейма подал несколько ходатайств. Они, конечно, были поданы с опозданием, не по ходу рассмотрения, и уже времени не остается для каких-то исправлений, которые неизбежно последуют при рассмотрении этих ходатайств. Вдруг оно чему-то там не соответствует, каким-то мелким процессуальным блохам, которые выискивает суд для того, чтобы не рассматривать эти ходатайства. Он подал эти ходатайства. Дальше я скажу четче об этом. Значит, первое ходатайство о назначении повторной портретной экспертизы. Адвокат считает, что экспертиза сомнительная, проведена с существенными нарушениями. Неполный сравнительный анализ был проведен в этой экспертизе. Выводы эксперта носят субъективный характер, и было
недостаточное количество качественных образцов для сравнения. Вот. И это одно из главных доказательств обвинения, то есть фото Зинченко, и что оно совпадает с фото Ряженого. Вот. То есть доказательство говорит о том, что имеется якобы сходство Вячеслава Зинченко с человеком в панаме и очках, который запечатлен на фото с места преступления, то есть на Масарика 3, на стульчике. Поэтому оспаривание вот этой экспертизы имеет принципиальное, можно сказать, ключевое значение для всего дела в целом. Ну и в одном из своих, даже в 2 своих видео я показывал, как я генерировал с помощью искусственного интеллекта подделку или фальсификацию вот этого фото. Как можно из фото любого человека сделать человека в панамке и очках для того, чтобы он совпадал с Зинченко, и любая как бы экспертиза обратного как бы плана, то есть на фальсификацию, на обнаружение фальсификации не могла определить наличие вот таких вот артефактов фальсификационных. То есть вот это вот была о портретной экспертизе. Вторая, ходатайство по адерологической экспертизе. Значит, было потребовано назначение либо новой экспертизы, либо признание существенных нарушений в уже проведенной. Значит, сама по себе эта адерология считается спорным видом доказательства современной криминалистики, и адвокаты указали на грубые нарушения методики забора следов и хранения проведения самого исследования. Ну, об этом ходатайствовал, в принципе, как Сулейма, так и Немировский. Ну и третье ходатайство по лингвистической экспертизе. Ну, по всей видимости, она касалась голосовых записей, текстовых материалов, переписки, связанных с делом. Но есть еще мнение, что она касалась не лингвистической экспертизы в отношении записей Зинченко, полученных из компьютера, тоже непонятным образом. То есть компьютер, вы знаете, не стартанул. И из его аккаунта Telegram, который запаролен не тем паролем, которого вообще не было в Telegram-аккаунте Зинченко. Вот, лингвистическая экспертиза, о которой ходатайствовал Сулейма, она касалась деятельности самой Фарион. Потом я тоже скажу попозже, что именно хотел от этой экспертизы Сулейма. Ну и четвертое ходатайство, да, вот оно связано как раз с этим, с четвертым ходатайством о статусе Ирины Фарион как общественного деятеля. И вот это четвертое, ну, нужно сказать, что это одно из самых важных процессуальных ходатайств сегодняшнего дня вот этого вот дела. Адвокат просил суд воздержаться от автоматического признания Ирины Фарион общественным деятелем и требовал, чтобы в судебном заседании были подробно просмотрены и исследованы видеозаписи с ее Фарион публичными высказываниями. От правильного решения этого вопроса относительно статуса Ирины Фарион как общественного деятеля напрямую зависит квалификация дела, оценка мотивов преступления, наличие отдельных квалифицирующих признаков состава преступления. То есть перед самым началом рассмотрения дела в суде статья была переквалифицирована с части 1 на часть 2, то есть в связи с общественной деятельностью и национальной неприязнью. К сожалению, стороны защиты и к радости стороны обвинения и потерпевшей, значит, суд отклонил абсолютно все ходатайства защиты. Мотивировка была достаточно формальная, стандартная для подобных резонансных дел. Защита якобы не представила новых существенных обстоятельств, которые бы ставили под серьезное сомнение ранее проведенные экспертизы и принятые процессуальные решения статьи 242-243 УПК Украины
Часть требований суд расценил как попытку затягивания судебного разбирательства, и такое решение, безусловно, повторюсь, разочаровало сторону защиты и группу поддержки Зинченко во главе с Мусихиной. Однако оно укладывается, в принципе, в ту судебную практику, которую мы наблюдаем на протяжении всего этого процесса. Я много раз говорил о том, что Сулейма неправильно тактически действует, что нужно было все эти ходатайства подавать в процессе исследования в судебном заседании доказательств стороны обвинения. Но Сулейма вот дотянул, и теперь его ходатайство уже отклоняется не просто по каким-то фактическим несоответствиям, а в том числе и по критерию затягивания дела. Идем дальше. Значит, я вот как профессионал, юрист, настоятельно рекомендовал бы Сулейме в этой ситуации повторно подать эти же ходатайства уже на следующем заседании в существенно доработанной и усиленной редакции. Это его работа. В новых ходатайствах необходимо четко и конкретно указать те аспекты, которые не были установлены и не были подтверждены надлежащими доказательствами стороной обвинения. Нужно прямо перечислить, какие именно обстоятельства остались недоказанными: неполнота сравнительного материала в портретной экспертизе, нарушение методики в водологической экспертизе, признаки предвзятости в лингвистической, отсутствие автоматического основания для признания статуса общественного деятеля и т.д. и т.п. Только такая четкая формулировка позволит суду не отмахнуться формальной отпиской, а обязать сторону обвинения представить реальные доказательства или признать их отсутствие. Сразу после отклонения всех этих ходатайств председательствующий судья и прокурор Дмитрий Петлеваны очень активно и жестко перешли к следующему этапу – допросу обвиняемого Вячеслава Зинченко. Прокурор Петлеваны настойчиво требовал немедленного проведения допроса, подчеркивал, что процесс и так затянут по вине защиты. Все права обвиняемого якобы полностью обеспечены, видеоконференц-связь является полностью законным форматом, а дальнейшее откладывание допроса нарушает принцип разумных сроков судебного разбирательства в соответствии со статьей 28 УПК Украины. Суд полностью поддержал позицию прокурора и напрямую обратился к Вячеславу Зинченко, напомнил ему о праве давать показания, предложил приступить к допросу прямо в этом судебном заседании. Однако Вячеслав Зинченко категорически отказался давать какие-либо показания на данном этапе процесса. Его позиция была четкой, твердой, однозначной. Он готов давать показания только при физическом присутствии своих адвокатов в зале суда, а не в формате видеоконференц-связи. Ни один из защитников, ни Игорь Сулейма, ни Владимир Вороняк не присутствовал в зале суда лично. Именно по этой причине Зинченко воспользовался своим конституционным правом и отказался от дачи показаний на этом этапе судебного рассмотрения. Это уже не первый такой отказ в ходе процесса. Этот отказ является полностью законным и соответствует нормам действующего законодательства Украины. Во-первых, статья 63 Конституции Украины указывает, что каждый человек имеет право не свидетельствовать против себя, своих близких, членов семьи. Это абсолютное право, которое не может быть ограничено ни судом, ни прокурором. Во-вторых, право на защиту. Статья 59 Конституции Украины, статьи 42, 46, 52 УПК Украины гарантирует именно реальную, эффективную и квалифицированную юридическую помощь, а не формальную или виртуальную. Физическое присутствие адвокатов в зале суда необходимо для обеспечения ключевых аспектов, таких как конфиденциального общения с подзащитным в реальном времени без риска прослушивания или технических перебоев, оперативного консультирования, выработки позиции непосредственно во время сложных или провокационных вопросов прокурора, визуального контроля за психологическим и физическим
состоянием обвиняемого полноценного участия защитника в процессе, включая немедленное заявление возражений, ходатайств и замечаний. Хотя видеоконференц-связь и разрешена ОПК Украины, статья 336, она не может навязываться стороне защиты, если адвокаты и обвиняемые считают, что такой формат существенно ухудшает качество защиты. Особенно это критично в деле, где человеку грозит пожизненное лишение свободы. Практика Европейского суда по правам человека, в частности дела, касающиеся права на эффективную защиту, однозначно стоит на позиции, что формальное соблюдение процедуры не заменяет реальной возможности осуществлять защиту. Поэтому отказ Зинченко от дачи показаний в таких условиях является не только его субъективным желанием, но и обоснованным процессуальным правом, которое суд обязан уважать. Ну а теперь перейдем к юридическому анализу. Первое. Квалификация преступления как совершенного на почве национальной неприязни. Это один из центральных и наиболее спорных моментов всего обвинения. Что такое неприязнь? Это мы более или менее понимаем. Но является ли эта неприязнь, вменяемая Зинченко, именно национальной? Здесь принципиально понимать, что национальный признак в украинском законодательстве и практике Европейского суда по правам человека связан с гражданской принадлежностью к государству наций, а не с этнической принадлежностью или языком общения. Поэтому граждане одной и той же державы, Украины, по определению не могут испытывать национальную неприязнь друг к другу. Они могут испытывать языковую, культурную, политическую или личную неприязнь. И это совершенно разные правовые категории. Они не совпадают с национальной неприязнью. Конечно, существует еще и так называемая аутоиммунная неприязнь, но это уже область психиатрической девиации. В материалах дела нет ни одного экспертного заключения, подтверждающего Вячеслава Зинченко какое-либо психическое расстройство такого характера. Следовательно, данный квалифицирующий признак не подтвержден надлежащими доказательствами и вызывает серьезные сомнения. Второе. Признак в связи с общественной деятельностью Фарион. Адвокат Сулима наконец-то полноценно затронул этот важнейший аспект – общественную деятельность Фарион. Прокурор выступает, друзья, не как частное лицо в процессе, а как государственный обвинитель, представитель державы. И вопрос, считает ли держава деятельность Ирины Фарион по публичному оскорблению бойцов 3-й штурмовой бригады, называя их сбродом за общение на русском языке, общественно значимой и одобряемой государством? Очевидно, что нет, поскольку держава возбудила против Фарион уголовное преследование именно за такую позицию. Деятельность, которая не санкционирована державой и за которую государство инициировало уголовное дело, не может одновременно считаться общественной деятельностью в смысле квалифицирующего признака статьи 115, часть 2, пункт 8 УК Украины. Это классический правовой парадокс, который сторона обвинения до сих пор не смогла разрешить. Поэтому и данный квалифицирующий признак также не имеет под собой твердого законного основания. Что касается эпизода со шведской стенкой. Это отдельный важный момент, которому нужно уделить внимание. Значит, руководитель группы поддержки Зинченко Мусихина утверждает, что стенка, закупленная за донаты на юридическую помощь Зинченко, уже якобы находится дома у Вячеслава Зинченко в Днепре. Однако мы до сих пор не видели ни одного доказательства того, как эта стенка
физически попала из Львова в Днепр. Кто ее транспортировал, за чей счет, нет ни документов, ни видео, ни фотофиксации передачи стенки из СИЗО в дом Зинченко. Доверять только голословным заявлениям Мусихиной на этот счет нельзя, даже если сам Вячеслав Зинченко не имеет претензий к человеку по фамилии Зверь, который якобы выкрал стенку из СИЗО. Это абсолютно не означает, что таких претензий не имеют донаторы, за счет пожертвований которых стенка была закуплена и незаконно передана Мусихиной в СИЗО. Защита обязана потребовать официальное видеодоказательство того, что именно эта стенка находится в доме Зинченко в Днепре. Ну а без этого все это фейк мусихинский, как обычно. Итог. Все ходатайства адвоката Сулеймы были отклонены. Допрос Вячеслава Зинченко не состоялся. Это произошло полностью в рамках закона с соблюдением его конституционных прав. Следующее судебное заседание уже сегодня на 10:30, 16 апреля 2026 года. На нем Зинченко планирует заявить сразу 4 новых ходатайства. Друзья, мы наблюдаем классическую картину резонансного уголовного процесса высокого уровня общественного внимания. С одной стороны, активная, последовательная и профессиональная линия защиты, которая пытается оспорить каждое сомнительное доказательство и тщательно фиксирует все возможные нарушения права на защиту. С другой стороны, суд и прокуратура, которые стремятся максимально ускорить процесс и не заморачивается всесторонним рассмотрением обстоятельств дела. С точки зрения действующего законодательства, позиция Зинченко и его адвокатов правомерна и обоснована. Право на молчание, право на реальную эффективную защиту, требования качественных и непротиворечивых доказательств – это фундаментальные основы справедливого правосудия. Только при строгом соблюдении всех процессуальных гарантий возможен приговор, в легитимности которого никто не сможет усомниться в будущем. Я продолжу самым внимательным образом следить за развитием событий по этому делу, буду держать вас в курсе всех ключевых моментов, новых деталей, процессуальных решений. Если у вас остались вопросы по вчерашнему заседанию или по любому из затронутых правовых аспектов, пишите в комментариях под этим видео. Я прочитаю их и отвечу на все. Поддержите этот канал лайком, репостом, подпиской, донатом. Чем больше людей будут знать реальную юридическую картину происходящего, тем сложнее будет манипулировать общественным мнением. С вами был юрист Валерий Табаков. Справедливости да, произволу нет. До встречи, друзья. Берегите себя и следите за новостями.